Когда молодой человек узнал о кончине своего отца, он поспешил на похороны, где его приемная семья его не ждала. Пока все молчали, собака покойного начала лаять на гроб, раскрывая тайну, которую мачеха мальчика хранила в течение 7 лет. «Я хочу, чтобы ты выучил все с нуля, Лиас», — сказал Брэндон своему сыну за завтраком. «Я знаю, что могу дать тебе все, что ты захочешь, благодаря тому состоянию, которое я накопил, но я не хочу тебя баловать». После того, как в прошлом году скончалась жена Брэндона, ему пришлось растить сына в одиночку. Всю свою жизнь он работал над созданием своей IT-компании, которая вскоре стала одной из лучших в городе. При желании он мог бы позволить Лиасу вести роскошный образ жизни, не беспокоясь о финансах, но он хотел, чтобы его сын усердно трудился над построением своей карьеры. В конечном счете Брэндон хотел, чтобы Лиас сменил его на посту главы его компании. «Я понимаю, чего ты ждешь от меня, папа», — улыбнулся Лиас. «Я тебя не подведу». Несколько дней спустя Брэндон познакомился на вечеринке с матерью-одиночкой Сьюзан. Они мгновенно сблизились, потому что у них были сыновья одного возраста. «Ричард любит тусоваться со своими друзьями, и я продолжаю затаскивать его внутрь», — усмехнулась Сьюзан. «Иногда это становится таким раздражающим». «Я полностью понимаю это», — сказал Брэндон. «Моя жена раньше так хорошо со всем справлялась. Я скучаю по ней, когда Лиас слишком сильно беспокоит меня». После их первой встречи Брэндон понял, что ему нравится разговаривать со Сьюзан. Он думал, что она хорошо понимает его, и считал ее своим потенциальным партнером, кем-то, кто мог бы заполнить пустоту, оставшуюся после его покойной жены. Во время их следующих нескольких встреч Брэндон выразил свои чувства, сказав Сьюзан, что хотел бы узнать ее поближе. К его удивлению, Сьюзан тоже проявила к нему интерес, и вскоре они начали встречаться. Брэндон встречал ее каждый день после работы и иногда приглашал к себе на ужин. Он даже познакомил ее с Лиасом. Однако Лиасу не понравился выбор его отца. Он посоветовал Брэндону пересмотреть свое решение, потому что чувствовал, что Сьюзан была неискренна. Он чувствовал, что его отцу следовало бы потратить больше времени на то, чтобы получше узнать ее, прежде чем принимать решение, но Брэндон не прислушался к совету сына. 2 недели спустя, вернувшись домой из колледжа, Лиас узнал нечто шокирующее. Войдя в свой дом, он увидел у порога 2 лишние пары обуви и был ошеломлен, увидев Сьюзан, сидящую в гостиной в шелковом халате, то, что она носила бы у себя дома. Лиас чуть не подавился едой, услышав слова Сьюзан. Когда он вошел в свою комнату, то увидел мальчика своего возраста, спящего на его кровати. «Кто ты такой?» — сердито спросил Лиас. «Убирайся из моей комнаты». Прежде чем Ричард успел ответить, Брэндон услышал шум и бросился посмотреть, что происходит. «Эй, эй», — сказал он, пытаясь взять ситуацию под контроль, «Лиас, познакомься со своим сводным братом Ричардом. Он сын Сьюзан, мое что?» Брови Лиаса изогнулись дугой, образовав глубокие морщины на лбу. «Я не хочу иметь сводного брата, успокойся, пожалуйста». Брэндон положил руки на плечи сына. «Я попросил Сьюзан переехать ко мне, но тебе ни о чем беспокоиться. Я обставляю гостевую комнату для Ричарда. Сегодня он не будет спать в твоей комнате». Лиас был разочарован, узнав о решении своего отца. Его сильное внутреннее чутье убедило его, что Сьюзан неподходящая женщина для его отца, но он не мог заставить себя заговорить с Брэндоном до позднего вечера, когда Сьюзан сделала заявление за обеденным столом. «Мы с Брэндоном скоро поженимся», ее глаза заблестели, когда она улыбнулась. «Мы решили провести остаток нашей жизни вместе». Лиас чуть не подавился едой, услышав слова Сьюзан.
Он смотрел на своего отца широко открытыми глазами, но был слишком потрясен, чтобы что-либо сказать. Позже тем же вечером Лиас попытался выразить свои опасения, но Брэндон отказался говорить. «Ты не должен вмешиваться в мои жизненные решения, Лиас», — сказал Брэндон. «Ты должен сосредоточиться на учебе, чтобы проложить свой путь к успеху. Папа, пожалуйста, послушай». Лиас попытался заговорить со своим отцом. «Я сказал, что не хочу говорить об этом», — прервал его Брэндон, прежде чем вернуться в свою спальню. Чувствуя разочарование, Лиас больше не разговаривал со своим отцом на эту тему до дня рождения Брэндона. Лиас скопил денег, чтобы подарить своему отцу умные часы, и купил их перед днем рождения Брэндона, завернул и подарил ему на вечеринке. «Я привязал твои часы к облаку и назвал их «семейными», — сказал Лиас своему отцу. «Мой телефон и часы также подключены к одному и тому же облаку». «Это здорово, Лиас», — воскликнул Брэндон. «Если это семейное облако, вам следует добавить Ричарда и Сьюзен тоже. Они – часть нашей семьи». Лиас разочарованно покачал головой. Он не хотел делить внимание своего отца со Сьюзен и Ричардом, но Брэндону было все равно. Он был по уши влюблен в Сьюзен и не мог видеть ничего, кроме ее прекрасной внешности. Несколько дней спустя Брэндон пришел домой с ключом и отдал его Ричарду. «Я купил тебе совершенно новый хэтчбэк, сын мой», — воскликнул Брэндон, в то время как Лиас в шоке смотрел на своего отца. В этот момент он не смог удержаться от вмешательства. «Это несправедливо, папа», — выпалил Лиас. «Ты всегда говоришь мне, чтобы я усердно трудилась ради всего, и все же ты подарила Ричарду дорогую машину. Почему ты не сказал ему, чтобы он усердно работал ради этого?» Несмотря на протесты Лиаса, Брэндон продолжал дарить Ричарду дорогие подарки, надеясь, что это сделает счастливой его будущую жену. Он искал одобрения у Сьюзен, даря гаджеты ее сыну, не подозревая, что вскоре это приведет его к нежелательному месту в жизни. Тем временем Лиас ревновал Ричарда и не мог понять, почему его отец так много тратит на сына своей подруги. Он почувствовал волну огня внутри, когда подумал о несправедливом поведении своего отца. Вскоре Лиас накричал на своего отца, когда увидел дорогой телефон в руке Ричарда. Сидя со всеми за обеденным столом, Лиас вышел из себя. «Почему ты не видишь, что эта женщина охотится за твоими деньгами, папа?» Закричал он, «Она использует тебя. Она не любит тебя, папа. Она любит твои деньги, как ты смеешь так говорить о ней?» Проворчал Брэндон, поднимаясь со своего места. «Извинись перед ней и Ричардом. Прямо сейчас. Я не буду, папа!» Закричал Лиас. «Я не буду. Я не позволю тебе здесь жить, если ты не извинишься», ответил Брэндон. «Не заставляй меня делать то, что тебе не понравится. Не заставляй меня переходить все границы». Вместо того, чтобы извиниться, Лиас продолжал спорить со своим отцом, пока Брэндон не решил выгнать его. Он приказал своему сыну собрать свои вещи и немедленно уезжать. «Я больше не хочу видеть твое лицо», — закричал Брэндон, выталкивая Лиаса за дверь. «Исчезни». Это был последний раз, когда Лиас разговаривал со своим отцом. В тот день он покинул дом Брэндона, окончил колледж и вскоре переехал на работу в другой штат. Тем временем Брэндон женился на Сьюзен и считал Ричарда своим сыном. Лиас не общался ни со своим отцом, ни со Сьюзен, пока 7 лет спустя ему неожиданно не позвонили. «Алло, это сын Брэндона, Лиас?» — спросила пожилая дама на другом конце провода. «Да, я Лиас», — ответил молодой человек, пытаясь узнать незнакомый голос. «Я соседка Брэндона, Салли», — сказала пожилая дама. «Помнишь меня? А, Салли, как ты?» Лиас усмехнулся. «Так приятно слышать твой голос после стольких лет». «Лиас, я хотела сказать тебе кое-что важное», — голос Салли стал глубже.
Это не очень хорошая новость. Что случилось? Все в порядке. Лаяс почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Твой отец, Салли на мгновение замолчала. Брэндон скончался сегодня рано утром. Я знал, что Сьюзен тебе ничего не говорила, что... Лаяс был потрясен. Он немедленно повесил трубку и помчался в родной город своего отца. Он не разговаривал со своим отцом 7 лет, и Лиас не был готов узнать о его кончине. Он также не мог понять, почему его мачеха не сообщила ему об этом. Сьюзен организовала похороны в резиденции Брэндона, где собрались все его друзья и семья. Она сидела в углу и плакала, закрыв лицо руками, пока не увидела, как Лиас входит в дом, что он здесь делает. Кто рассказал ему о Брэндоне? Недоумевала она, в то время как Лиас смотрел на нее широко открытыми глазами. Он покачал головой, пытаясь сказать ей, как он разочарован, почему ты мне не позвонила. Он прошептал что-то своей мачехе. Вместо того, чтобы ответить ему, Сьюзен продолжала плакать, потому что что-то продолжало беспокоить ее глубоко внутри. Она не хотела, чтобы Лиас присутствовал на похоронах, потому что ей нужно было сохранить тайну. Секрет, который изменит жизнь Лиаса. Несколько минут спустя Лиас поднялся на ноги и увидел Ричарда, стоящего с любимой собакой Брэндона. Лаяс подошел к Пуху, наклонился вперед и взъерошил ему волосы. Внезапно он вырвался на свободу и бросился к гробу. «Эй, подожди», — сказал Ричард, пока Лиас следовал за собакой. Он был потрясен, увидев, что пушистый друг его отца непрерывно лает на гроб. Вскоре все гости обратили внимание на собаку, лающую рядом с гробом, в то время как Ричард и Сьюзен пытались оттащить его. «Подожди», — сказал Лаяс, — «оставь его. Я хочу посмотреть, почему он лает. Может быть, что-то внутри гроба заставляет его чувствовать страх». Когда Лаяс протянул руку, чтобы открыть гроб, Сьюзен поднесла руку к лицу и посмотрела на него широко открытыми глазами. «Нет, нет, нет», – прошептала она, но было слишком поздно. Лаяс уже открыл гроб. Опустошенный сын был потрясен, узнав, что тело его отца пропало. Гроб был пуст, и Лаяс понятия не имел почему. Он перевел взгляд на свою мачеху, нахмурил брови и потребовал объяснений. «Где папа?» – закричал он. «Что все это значит? Что происходит?» Тем временем гости ахнули и начали перешептываться между собой, обсуждая, почему Сьюзен не пригласила своего пасынка на похороны.